Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, практически весь прошлый 2020 год получить визы в США было почти невозможно. Из-за пандемии коронавируса, а также прокламации запретов на выдачу некоторых категорий виз, работа посольств была приостановлена, и получить все типы виз можно было только в статусе Emergency Appointment Only, то есть в случае экстренной необходимости, когда для этого есть действительно веские причины. Но в новом 2021 году ситуация улучшается уже сейчас. И посольства США в некоторых странах потихоньку возобновляют свою работу. Какие типы виз можно получить, куда для этого надо поехать и сколько еще ждать, пока посольство США заработает и в наших странах, смотрите в этом видео. Итак, поехали. Как вы наверняка знаете, мы и сами уже полгода ждем, пока сможем попасть на собеседование в нашей стране. 3 или даже 4 раза мы записывались на интервью, когда такая возможность появлялась, однако карантинные меры продлевались и наше собеседование отменялось. Сейчас доступных дат для записи на собеседование в Украине, России, Беларуси, Узбекистане и множестве других стран и вовсе нет. Но судя по данным, которые можно получить на официальном сайте Бюро консульских дел США, посольства некоторых стран возобновили работу и начинают проводить собеседования для желающих открыть визы. Одни страны уже проводят собеседования для любых типов виз, а другие принимают только желающих получить студенческие, но не туристические визы и наоборот. Так, например, свою работу возобновили посольства США в Казахстане, Чехии, Таиланде, Японии, Новой Зеландии, на Мальте, во Вьетнаме и ряде других стран. Однако прежде чем сломя голову оплачивать консульский сбор и ехать в одну из этих стран, необходимо уточнить немало нюансов. Во-первых, нужно понять, есть ли возможность попасть в эту страну сейчас. Большинство стран закрыли свои границы и ввели довольно жесткие меры против пандемии коронавируса. Во-вторых, даже если попасть в страну вы можете, необходимо узнать, могут ли визу в США там получить нерезиденты. В некоторых странах посольство США выдает визы только для граждан страны, где находится посольство. В-третьих, даже если посольство принимает нерезидентов, необходимо узнать, проводит ли собеседование для нерезидентов именно сейчас. Ведь за время пандемии желающих получить визу накопилось очень много, и, естественно, в первую очередь обслуживать будут именно резидентов. Очень важно, чтобы вы понимали, что не стоит доверять всей информации, которую вы найдете в интернете или даже на сайте посольства. Приведу в пример наш случай. Мы заполнили анкету DS-160 и оплатили консульский сбор в июле 2020 года. Кстати, у нас есть отличная видеоинструкция о том, как правильно заполнить анкету и какие документы необходимо собрать. Подсказка на видео появится сейчас вот здесь и в описании под этим видео. В то время многие страны уже потихоньку закрывались на карантин, вводили ограничительные меры, но мы надеялись успеть получить визу. Прождав несколько месяцев, за которые нам дважды отменяли собеседование, мы решили найти страну, где посольство США все еще работает, и получить визу там. По данным того же сайта Бюро консульских дел США стало ясно, что из всех европейских стран на данный момент посольства работают только в Польше и, кажется, в Исландии. Польша– отличный вариант для нас, ведь авиабилеты туда очень дешевые, а Краков– один из самых любимых городов. Конечно, перед тем, как собирать чемоданы и лететь, мы решили перепроверить и попросили наших друзей из Кракова позвонить в посольство и уточнить актуальную информацию. В результате чего выяснилось, что посольство уже почти месяц проводит собеседование только в экстренном случае, а информация на сайте просто не была обновлена. Так что если бы мы не проверили напрямую, а просто доверились информации на официальном сайте посольства, могли бы улететь в Польшу, заново заполнить анкету, оплатить консульский сбор и только потом узнать, что собеседование уже не проводят. Ведь попробовать записаться на собеседование система дает возможность только после заполнения анкеты и оплаты консульского сбора. Так что я призываю всех быть бдительными и проверять любую информацию напрямую, позвонив или отправив электронное письмо в посольство. Стоит ли ждать открытия посольства в вашей стране или ехать в другую и пробовать получать визу там, решать только вам, учитывая все вышеперечисленные факторы и ваше желание получить визу как можно быстрее. Когда откроется посольство и в других странах, предугадать невозможно, ведь ситуация с коронавирусом все еще достаточно печальна, и многие страны вводят повторные локдауны, усиливают меры безопасности и так далее. Пока что можно только следить за изменениями информации на сайте, ссылку на которую я оставлю в описании.
Кроме того, вы должны понимать, что желающих получить визу сейчас очень много, и как только появится такая возможность, нужно быть к этому готовым. Мы и сами практически ежедневно мониторим ситуацию и ищем варианты, как получить визу быстрее. О том, как правильно заполнить анкеты, подготовиться к интервью и даже как записаться на собеседование, мы уже подробно рассказывали в наших видеоинструкциях, ссылки на которые вы также найдете в описании под этим видео. На сегодня все. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.